Сказка «Принц Ворон», 3 глава. Изгнание и встреча с вороном. Анисия жила бедно. Зеркал в доме не было, поэтому она не могла видеть своего отражения. Трудности наступили позже. Соседи перестали ее узнавать. Требовали, чтобы та убиралась вон. Говорили в ее адрес всякие обидные слова и гнали со двора прочь. Кричали на нее за то, что она грязная, самозванка и нищенка, замарашка. Жизнь Анисии стала невыносимой. Люди больше не помогали ей. Как-то в грозу девушка сидела на пороге своего дома и смотрела вдаль. Небо затянуло серыми тучами, и молния ударила где-то недалеко. Высоко в небе летала огромная черная птица. Проходящие мимо ее дома люди увидели замарашку, накинулись на нее с кулаками и прогнали ее с собственного дома. Хрупкая девушка не могла справиться с ними. Замарашка больше не стала докучать людям своим видом, покинула свой дом и ушла. В этот день дул сильный ветер. Он чуть ли не сдувал Анисию с ног, но она продолжала идти по полям, пока не дошла до леса и не скрылась в нем. В лесу она нашла заброшенную хижину, в которой когда-то жил старый лесник. Он давно уже умер. Хижина была ветхая и кое-где с дырками в стене. У Анисии не было выбора, и она осталась жить в ней. Да и где еще она могла найти себе подходящее жилье? На следующий день, когда замарашка сидела в хижине и складывала сухой хворост, к ней влетел черный ворон и стал ей помогать убирать сухие ветки. Он клювом складывал их аккуратно. Анисия сидела и наблюдала за ним. Она подумала: какая умная птица! О воронах слагают легенды. Они очень умны и все понимают. Ей об этом когда-то в детстве рассказывала мама. Ворон похозяйничал еще немного, взмахнул крыльями и улетел восвояси. В этой хижине девушка прожила уже целый год. Сухим мхом она залатала дыры в стене, чтобы не замерзнуть зимой. Сосновой смолой смазала все бревна, чтобы они не промокали. Привела хижину в порядок, и в ней стало намного теплее и уютнее. Она научилась запасаться на зиму, сушила грибы, коренья и сухие травы. Душистых трав она собирала побольше. Из них и сухих ягод она готовила себе вкусный напиток. Кое-какая утварь досталась ей от старого лесника, поэтому она могла себе сварить похлебку из грибов или кореньев. Питалась замарашка тем, что находила в лесу: ягодами, грибами, съедобными травами и корешками. Много раз она спасала лесных зверей и птиц от капканов, лечила их раны и другие хвори. Все звери и птицы в лесу знали ее и не причиняли ей вреда. И вот однажды, когда Анисия шла по лесной дорожке, она услышала, как кто-то стонет.
поспешила вперед и увидела на дорожке раненую птицу. Это был черный ворон. Ворон лежал с раскинутым крылом, из которого торчала стрела, а из раны текла кровь, и он был очень слаб. Она оторвала от своей одежды кусок ткани, обернула его тихонько, взяла на руки и пошла к себе. Замарашка положила ворона на кровать, прикрыла его одеялом, а сама отправилась снова в лес. Когда она пришла, в ее руках были свежие лекарственные травы. Она хорошо разбиралась в них, ведь этому ее научила мама. Анисия перетерла травы в кашицу. Подойдя к кровати, она откинула одеяло в сторону. Птица лежала и тяжело дышала, раскрыв клюв. Девушка попоила ворона успокаивающим отваром, и он уснул. Она аккуратно выдернула стрелу, смазала кашицей рану и, прижав больное крыло к телу, обмотала оба крыла вместе с телом. Летать он все равно пока не мог. Через 2 дня Анисия пошла в лес за свежими травами. Там она наткнулась на тушу кабана, съеденного наполовину. Судя по цвету крови, она поняла, что его загрызли совсем недавно, и туша еще свежая. Она сказала: «Прости меня, кабанчик, я не убивала тебя, но я хочу есть и воспользуюсь твоим мясом». Она достала свой нож, отрезала нетронутую часть туши и понесла к себе в хижину. Там она отрезала еще кусочек мяса, нарезала его небольшими кусочками и стала кормить ворона. Пока ворон не мог добывать себе еду, она носила ему всяких личинок, червяков и кормила его. Поначалу он отворачивался от такой еды, но со временем стал нехотя клевать. Для того, чтобы поправиться, нужны были силы, и он понемногу стал выздоравливать. Прошло время. Раненая птица и Анисия привыкли друг к другу. Ворон не мог летать, только скакал, и это было так забавно. Замарашка, наблюдая за его неуклюжими прыжками, громко хохотала. Только рядом со своим верным другом вороном Замарашка чувствовала себя счастливой и могла улыбаться. Они стали неразлучными друзьями. Ворон часто забавлял ее. Он вскарабкивался ей на плечо и перепрыгивал с него то на одну руку, то на другую, а то и вовсе подолгу сидел у нее на плече. Также, сидя у нее на плече, он ходил с ней в лес. Когда Замарашка собирала грибы или ягоды, он перепрыгивал на землю, находил спелые орехи под деревом и приносил ей в своем клюве. Расхаживая важной походкой, оберегал и охранял ее от всяких опасностей. Однажды, когда они были вдвоем в хижине, ворон начал вести себя очень беспокойно. Он стал клювом стягивать и разматывать повязку. «Ах ты, проказник!» — глядя на него, сказала Анисия. Он очень ловко размотался от своих оков и спрыгнул на пол. Он всем своим видом показал, что он свободен, расправил крылья и махал ими, давая понять ей, что он уже может лететь. Помахав еще несколько раз, он в 2 прыжка подобрался к открытой двери, взмахнул крыльями и полетел.
услышала она на прощание. «Прощай, мой дружок, не забывай меня, я буду по тебе скучать», махала ему вслед замарашка. «Карр!» снова услышала она в ответ. В небе было неспокойно. Анисия посмотрела на небо, оно становилось черным и пугающим. Она подумала: будет ураган, видимо, я сегодня останусь совсем без жилья. Моя хижина такая ветхая, что даже маленький ветер снесет ее. Но она была не права. Когда ураган качал деревья, а некоторые вырывал с корнем, ее хижина как стояла, так и осталась стоять на месте. Когда все стихло и пошел тихий теплый дождь, она повернулась и пошла к своей кровати, чтобы лечь отдохнуть. У кровати лежало 2 черных перышка. После долгой засухи случился сильный ураган. Посевы, едва сохранившиеся после нее, ураган чуть было не погубил окончательно. Небо затянуло черными тучами. Откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Ураган начал срывать деревья с корнями. Молния ударила в замок, и он загорелся. Пожар начался именно в том месте, где были покои короля. Еще немного, и обе стихии разошлись бы не на шутку. И тут, откуда ни возьмись, в небе снова появился огромный ворон. Он одним взмахом своего правого крыла потушил пожар, а другим крылом утихомирил ветер. Когда король в окно увидел в небе ворона, он вспомнил, как много лет назад, вот в такой же страшный день, он потерял своего единственного сына. Он вспомнил все, что с ним произошло, как от тоски по сыну умерла его королева, как он искал своего сына и не нашел его. Сердце короля заныло, что-то защемило в груди, и он упал без чувств. Вскоре все утихло, и на королевство полился тихий теплый дождь. Прошло несколько дней. Замарашка сидела в своей хижине и перебирала травы, которые только что собрала. Она услышала: «Здесь есть кто-нибудь?» Анисия встала и поспешила открыть дверь. Конец 3 главы. Мои дорогие друзья, и на этом история не заканчивается. Продолжение в следующем ролике. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую главу. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в следующей главе. Мои маленькие друзья, я желаю вам спокойной ночи и сладких-сладких снов.